Привет, меня зовут Ева Коштур, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня у нас будет долгожданное видео, которое я отсняла еще давным-давно для вас, и наконец-то нашла время, чтобы, так сказать, поделиться этим видео с вами. Сегодня мы разберем деление волос по длинам, и это будет не просто деление по длинам, а так, как это применяется на практике, да, для чего мы делим волосы по длинам. И надеюсь, это видео будет для вас полезным, наслаждайтесь. Приветствую, друзья! Сегодня тот самый день настал, когда мы с вами разберем один из тех навыков, без которых вообще невозможна работа мастера по наращиванию волос. Хорошая работа. И в работе у нас вот такой шикарный детский срез, но, как видите, у него достаточно тонкие концы. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать плотную линию при наращивании. И я подумала хорошенько, и что я решила. Сейчас я вам расскажу. Первое, что мы делаем, это снимаем резинки. Как вы помните, резинки всегда срезаем поперек, чтобы не повредить сам срез. И смотрим, что у нас тут есть. Так, длина равномерная на всех трех хвостиках, поэтому, так как волосы у нас наращиваются на разной высоте, да, начиная с нижнего затылка и пошли выше, выше, выше. На самый нижний затылок мы будем делать более короткие волосы и на макушку более длинные. Разница между нижним рядом, самым нижним, да, и самым верхним порядка 10-12 сантиметров. Соответственно, я подумала, что нет смысла делить по длинам весь срез. То есть примерно у нас, наверное, вот эта вот, да, длина пойдет вниз. Даже нет, наверное, вот это у нас пойдет наверх. А вот это пойдет вниз. И здесь тоже такая более плотная структура. Соответственно, порядка 10-12 сантиметров вот эту длину мы из этого среза достанем и вмешаем вот в эти волосы. И у нас один хвостик пойдет на нижний затылок, а все остальное во все остальные, соответственно, места. Первое, что необходимо сделать, поэтому мы сейчас вот это убираем, это нужно вычесать срез. У клиентки достаточно длинные свои волосы, наверное, примерно вот такой, наверное, длины. Я до сих вычесывать не буду, но где-то сантиметров, наверное, 20 я отсюда вычешу. Для того, чтобы подстраховаться, помимо того, что во время вычесывания я держу хвост, но, знаете, всякое бывает, чтобы волосы не из рук, да, не выскользнули, мы для подстраховки еще это дело стянем стяжкой как раз на том месте, где у нас будет крайне, сказать, где у нас будет самый край вычеса, то есть ниже мы уже не вычесываем. Снимаем резинку. Вычесываю я, конечно, обычно в пакет с мусором, но чтобы вам показать, буду вычесывать в коробочку. Для вычесывания я использую такую крупную расческу. Я ее купила на Алиэкспресс в товарах для животных. Потому что если сразу начинать вычесывать мелкой расческой, да, какой-нибудь вот такой, то она будет застревать, и тогда у вас могут потянуться лишние волосы. Начинаем вычесывать всегда крупный.
аккуратненько, можно руками вытянуть то, что лишнее. Все готово. Точно такая же манипуляция у нас произойдет и с этими двумя хвостиками тоже. Не буду тратить ваше время. Так, это у нас в мусор. Давайте еще раз пройдемся, чтобы наверняка, чтобы у нас там мелочи не осталось. Когда работаете, старайтесь тоже, чтобы у вас лишних мелких волос не оставалось на рабочем месте, потому что это может спровоцировать то, что в ваш срез попадет волосок перевернутый, и один маленький перевернутый волосок может значительно подпортить жизнь. Что делаем дальше? Дальше мы берем карду. Также проверяем на наличие волосков, чтобы там ничего не было. Всё. Я уже рассказывала в предыдущих видео, что рекомендуется карду использовать одни зубчики от себя, другие зубчики на себя. Но я так не делаю никогда, потому что если вы соединили карды именно в разных направлениях, то если у вас что-то пошло не так, рассоединить вы их уже не сможете, срез весь перемешается. Поэтому я всегда обе карды заправляю от себя зубчиками, и верхнюю, и нижнюю, все от себя. Поэтому сейчас мы укладываем срез. Когда мы срез капсулируем, мы можем положить его, например, до середины. Да, что если у вас нет две карды, например, да, когда срез длинный, вы можете концы выставить на большее расстояние, чтобы было меньше путаницы. Но когда мы вычесываем, когда мы делим срез по длинам, как можно меньше оставляем волос, которые выглядывают у нас с обратной стороны. Почему? Потому что если мы положим срез вот таким образом, и у нас здесь останутся волосы, то вытащить их уже с обратной стороны будет достаточно сложно. Ну, придется уже тянуть с той стороны. Начинаем. Все, разделили. Брали стяжку и укладываем срез. Все, ничего чесать не надо, начнете расчесывать и поползут волосы. Так, у нас эти зубчики от себя, и эти тоже от себя. Когда укладываем волосы для капсуляции, мы короткой стороной делаем на себя, да, когда мы делим срез по длинам, то короткой стороной от себя, и все зубчики тоже от себя. Все, можно причесать. Так, ну и как помните, не знаю, видно, не видно, давайте немножко так чуть поверну, чуть поверну камеру. Как помните, мы решили достать примерно 10-12 сантиметров. И вот таким образом выделяя, крепко-крепко удерживая, просто вытягиваем волосы. Все. Аккуратненько положили.
Все, что выше нашего захвата, волосы одной длины. Здесь уже нет коротких, они у нас все остались в карде. Следующий захват. Опять. И укладываем аккуратненько, не путая стороны. Снова захват. Все. Уложили. И последнее. Уложили. Это вся работа у меня на сегодня. Но если вам нужно весь срез поделить по длинам, еще у нас тут затерялись. Если вам нужно весь срез поделить по длинам, что вы делаете? Дальше опять двигаете на ту длину, которую вам нужно вытянуть, и тем же самым способом, захватывая волосы, вытягиваете и берете то, что вам нужно. Так, чтобы у нас волосы не расползлись, не потерялись раньше времени. Также используем стяжку. Так, это у нас уже непонятно. Нет, понятно. И стягиваем волосы. Так, все. Готово. И теперь как раз вот то, о чем я вам говорила. То есть, когда у нас обе карды от себя, мы можем аккуратненько все это дело достать. Все это у нас уже пойдет в капсуляцию. И что мы получили? Теперь у нас вот в этих двух хвостиках прибавятся более плотные концы, раз, да, то есть концы уже стали плотнее. И при наращивании, когда у нас будет разница в длине, условно говоря, у нас и вот эти волосы также пойдут на уплотнение концов. Вот, смотрите, совсем другая песня. Сейчас я вот это дело замешаю между собой. И все, и срез отправится в капсуляцию. Ну что ж, я надеюсь, что этот урок был для вас очень полезным, и он поможет вам делать вашу работу лучше, профессиональнее, ну и, конечно же, увеличит вашу зарплату с конца на ноль. Кстати, мой инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста, на мой инстаграм, там я очень часто делюсь какими-то моментами из своей работы, из своей жизни, путешествий. И также, если у вас возникают вопросы, вы тоже мне всегда можете написать в сообщениях в инстаграме, и я отвечаю не всегда, правда, оперативно, но тем не менее никого не оставлю без внимания. До встречи, друзья, в следующих видео. Пока!